мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале Счастье у нас самих, где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Помните, что ваши мысли, действия и чувства сегодня создают ваше завтра. Поэтому ваша жизнь в ваших руках. Сегодня, как и каждую неделю, давайте же мы посмотрим настроение ближайшей недели или энергии ближайшей недели. Сейчас стихия Земля, знаки зодиака, Тельцы, Девы и Козероги. Мои основательные. Да, действительно, у меня дочка Дева, и очень часто, когда что-то она там рассказывает, делает, я понимаю, что вот если она что-то делает, значит она это делает. Или вообще не делает. Вот так я знаю, что очень многие представители стихии Земля поступают и действуют, не очень любят сюрпризы. Вот я, например, я рыбка, я люблю сюрпризы. Вот. А знаю, что многие представители стихии Земли не любят. Но и опять же, не забывайте, есть же акцендент. А акцендент очень сильно влияет на события, на характер, на самочувствие. Поэтому всегда советую вам смотреть как ваш знак зодиака, так и знак зодиака вашего акцендента. Ну что, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно же, улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь. А я, как и каждую неделю, выложу по одной карте для каждого знака зодиака. Ну и, конечно, итоговую карту для стихии Земля. И, конечно, не забывайте исполнение желаний. Это мы сделаем обязательно. Карта на исполнение желаний будет для каждого знака зодиака. Ну что, мои дорогие, поехали. Тельцы. Что же будет в ближайшую неделю? Ну, могу сказать, что ближайшая неделя будет у вас без сюрпризов, но все, что будет происходить, будет только утверждать вас в вашей позиции. Какая ваша позиция, знаете только вы. Тут идет уверенность, тут идет достижение, тут идет приобретение. Это может быть как приобретение каких-то материальных ценностей, также это может быть приобретение опыта, приобретение знаний. Ну и если говорить об межличностных отношениях, это приобретение гармонии в семье. Ну, что могу сказать для мальчиков? Мальчики, старайтесь не контролировать так много, уменьшите ваш контроль над ситуациями, именно касающимися отношений. И это может быть как в семье, так и, я имею в виду, между мужчиной и женщиной, а также это могут быть ситуации, связанные с работой, карьерой и бизнесом. Если это касается работы, тут будут ситуации, в которых, если вы будете очень много контролировать и много анализировать, у вас произойдет определенный ступор, и вам будет нелегко именно что-то делать. Тут надо действовать. Вот. Для именно ситуации в семье могу сказать, что излишний контроль может навредить отношениям. Ваше желание контролировать все может сыграть с вами, ну, можно сказать, злую шутку и, наоборот, ухудшить отношения.
невозможно контролировать все. Особенно, я же говорю, тут это карта императора, поэтому я особенно обращаюсь к мальчикам. Хотя, девочки, вам тоже было бы здорово, меньше контроля, больше действий и больше эмоций. Для вас это не всегда легко показывать свои эмоции, но в данной ситуации это будет только бенефитом для вас, это будет только на благо вам. Здоровье будет прекрасное. Для тех, кого именно беспокоит здоровье, могу сказать, что по императору есть возможность полного выздоровления и прекрасного и крепкого здоровья. Тут по императору понимаю, это уверенное движение куда-то, куда вы стремитесь, и именно вознаграждение не заставит себя ждать. В ближайшую неделю может не быть всплеска дохода, но по этой карте в самое ближайшее время возможно увеличение дохода. Принимайте. Девы, давайте же посмотрим, что у вас в ближайшую неделю. В ближайшую неделю немножечко больше уверенности в себе, немножечко больше действий, а не анализа. Вы не любите сюрпризов, мои дорогие девы, но ближайшая неделя будет полна ими, что будет немножечко вас стопорить. Вы не всегда будете успевать за этими сюрпризами, не всегда будете успевать за всем тем, что вам надо будет делать, и это будет вызывать в вас неуверенность в себе. Поэтому первое, что я сказала, больше уверенности в себе в ближайшую неделю. И все-таки примите то, что жизнь иногда преподносит сюрпризы. Но потому что я вижу, от вашего отношения к этим сюрпризам зависит, каким образом все это будет развиваться. Поэтому старайтесь уверенно действовать, и даже если какой-то сюрприз застанет вас врасплох, поймите, что от того, как вы к нему отнесетесь, к этому сюрпризу, зависит, простите, пожалуйста, зависит именно то, что будет происходить. Ведь по этой карте есть возможность достижения, есть возможность продвижения. Также, что могу сказать для тех, у кого взрослые дети, которые не живут с вами, ждите интересных новостей от ваших детей. Что значит интересных новостей? Это значит, что могут неожиданно нагрянуть, могут позвонить, могут написать. Это не обязательно новостей в смысле хороших или плохих. Дадут о себе знать. Радуйтесь. Простите, пожалуйста, горло сохнет, воду забыла взять, останавливаться не хочется. Ну и козероги. Давайте же посмотрим, ближайшая неделя для козерогов. Ну, а у вас могу сказать, что гармония в межличностных отношениях, и сами высшие силы ее вам посылают. Это императрица, это особенно для девочек, это расцвет, это увеличение уверенности, это достижение каких-то высот. Для мальчиков это больше гармония с самим собой. И именно в этой гармонии с самим собой вы можете достигнуть гармонии с вашими финансами, гармонии с вашим здоровьем, гармонии с окружающим миром, гармонии с вашим бизнесом. Именно нахождение решений, которые не будут порывистыми, а будут именно близки вам по духу, я могу сказать, потому что императрица действительно будет влиять на вас как
уравновешенность. Вы, конечно, козероги, ну, можно сказать, менее уравновешены, чем тельцы, но чуть-чуть больше, чем девы. И для вас, можно сказать, уравновешенность – это очень важно. Вам важно, чтобы все было спланировано, вам важно, чтобы вас не гладили против шерсти, и все это будет в ближайшую неделю. Могу сказать для тех, кого интересует, я здесь вижу встречу с влиятельной женщиной. Она может касаться вашего бизнеса, эта встреча, она может касаться вашего здоровья, это может быть врач, но не просто врач, а высокий специалист в какой-то врачебной сфере. Поэтому смотрите, если нужен совет и консультация с врачом, это было бы здорово, чтобы была именно женщина и именно какой-то высокий специалист. Не просто врач, а узкоспециализированный врач, который вам может помочь. Простите, у меня масло масляное получилось, ну, и так, это как я читаю информацию, так пошла информация. Поэтому есть возможность, что вам помогут. Опять же, по этой карте здоровье прекрасное. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, я уже сказала выше, что делать. Но есть возможность достижения полного выздоровления. Ну, а также для вас, для всех есть возможность достижения гармонии во всех сферах вашей жизни в ближайшую неделю. Принимайте. Вы знаете, прекрасная неделя, никаких я не вижу негативных событий, не притягивайте их к себе своими мыслями. Ну и, конечно, совет для стихии Земля от всех, для всех знаков зодиака. Ну, первое, что я здесь вижу, меньше анализа, меньше претензий и больше отдаления себя от прошлого, особенно негативного, потому что на неделе для некоторых из вас негативное прошлое ваше будет за вами охотиться. Это может быть кто-то из прошлого. Тут я вижу женщину, довольно-таки резкая эта женщина, и я понимаю, что не совсем вам хотелось бы с ней встречаться, с ней разговаривать. Если есть такая возможность избежать этого разговора, делайте это. Вам он никаким образом не поможет, но и не навредит. Ну и основной момент и совет этой карты – не позволяйте своему прошлому влиять на ваше будущее. Вот такой совет. Ну и теперь давайте же загадывайте ваши желания, и мы посмотрим, что же сделать для исполнения вашего желания. Ну, а если просто да, значит ничего не надо делать, просто предвкушать. А так еще карты же дают советы. Готовы? Тельцы. Вас ждут счастливые перемены. Вот это еще одна карта, которая говорит о том, что примите счастливые перемены, и то желание, которое вы загадали, исполняется. Не исполнится, а исполняется. Вы знаете, я сама иногда забываю, и когда вспоминаю, думаю, почему же я сказала в будущем времени? Надо говорить в настоящем, что уже исполняется. Девы, давайте посмотрим. Ну, вряд ли. На сегодняшний день вряд ли. В ближайшую неделю вряд ли. А почему? А потому что у вас нет уверенности. Первое. И для некоторых из вас вы даже не уверены
что это ваше желание. Подумайте об этом. Ну и козероги, да, вот, пожалуйста, вам желание исполняется самым лучшим образом, на благо вам и без вреда всему сущему. Кстати, и девы это единственные, у кого немножечко такой вот, немножко спорная неделя ввиду неуверенности в себе. Поэтому я вижу и желание в ближайшую неделю исполнится вряд ли. Но проработайте, и все исполнится. На сегодня все, мои дорогие. Я желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, мира, всего самого-самого лучшего. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ставьте лайк. Делитесь моим видео со своими друзьями и родными. И будьте счастливы. Я люблю вас, мои дорогие. Пока.